Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала «Дом и сад». Меня зовут Александра, многие, наверное, уже знают. Сегодня очередное видео. И хочу сказать, что видео будет о многолетниках. Ну, причем многолетники такие, я бы сказала, не совсем обычные. Будем говорить о скабиозе. Для многих садоводов это новое растение. Я так думаю, потому что я и сама его недавно для себя открыла. Вот о нем и поговорим. Кстати, я приготовилась для вас в качестве презентации 5 видов этого растения, которые я буду высаживать в своем саду. И в моей зоне зимостойкости 5Б уже пора высаживать именно такие многолетние растения, которые прекрасно укоренятся до конца октября и до наступления холодов и заморозков. Что же это такое скабиоза? Хочу сказать, что с учетом тенденций, которые мы наблюдаем в последнее время, увеличение количества сухих дней, повышение температуры воздуха, у садовода возникает потребность в посадке засухоустойчивых растений, потому что влаголюбивые, к сожалению, сейчас у нас живут плохо. Им нужна вода, причем регулярно, а такой возможности нет, потому что воздух очень разогревается летом, температура воздуха сильно повышена, как правило, даже и зашкаливает, и садоводы ищут, какими бы растениями заменить те, которые страдают от засухи. Вот скабиоза — это именно такое растение, вернее даже одно из таких засухоустойчивых растений. Скабиоза к нам пришла из европейских садоводческих обществ, потому что там, очевидно, искали это решение еще раньше. И вот сейчас она набирает популярность как многолетник в саду. Причем неприхотливый многолетник, который подарила нам, собственно говоря, матушка природа. А ботаники, селекционеры его просто усовершенствовали, вывели множество новых сортов, причем таких уже культурных сортов скабиозы. Хочу сказать, что скабиоза принадлежит к семейству, кого бы вы подумали, жимолостных. То есть у нее такие семена, коробочки, к которым не так-то просто добраться. Но благодаря такой технике роста семян скабиоза сохраняет их схожесть достаточно долго, несколько лет. Кроме того, среди видов скабиоз есть так называемые реликтовые скабиозы, которые вообще могут жить в виде семян столетия. То есть они к нам пришли вообще из тех еще времен палеолита, и вот сейчас до сих пор они распространяются по планете, по крайней мере в евразийской ее части. Ну а если говорить о том, что скабиоза это засухоустойчивое растение, то тут я сразу хочу сделать такую небольшую оговорку. Дело в том, что скабиоза имеет несколько подвидов, и в зависимости от зоны произрастания, от ареала, она может быть и засухоустойчивой, и влаголюбивой. Поэтому, если будете покупать или саженцы, или семена, обязательно обратите на это внимание. Японская скабиоза — это засухоустойчивое растение. Я думаю, вы поняли, что она пришла к нам из Центральной и Южной Японии. Кавказская скабиоза — это тоже засухоустойчивое растение. Она пришла к нам из Кавказских гор, из северного Ирана и северо-восточной Турции. Ну а голубиная скабиоза — это скабиоза как раз из реликтов. И она живет в основном на берегах болот, озер, и это влаголюбивое растение. Вот такое подразделение разных видов скабиоз. Теперь вернемся к моему ассортименту. Я хочу вам представить и японскую, и кавказскую, и голубиную скабиозы. Начнем, пожалуй, из самых карликовых скабиоз. У меня
есть два представителя скабиозы. Это именно японская. Вот посмотрите, какая она крошечная. Это скабиоза Ritz Blue. Вот она растет таким вот небольшим кустарничком. Высота ее достигает максимум 20-30 сантиметров. И ширина тоже 20-30 сантиметров. Эта японская скабиоза, она может использоваться как бордюрное растение. Она хорошо размножается, куст разрастается, может размножаться и семенами. Цветочки у нее такого голубого приятного цвета. Я вставлю фотографии, думаю, вам будет интересно полюбоваться на них. Но использовать ее лучше, конечно, из-за такой небольшой высоты для бордюров, для каких-то рабаток, альпинарий. Вот там она себя покажет. Причем это растение первого плана, бордюрное растение, потому что у него очень небольшая высота. Она мне чем-то напоминает армерию, если честно. У армерии такие гульчатые листики, а здесь, видите, такие вот похожие на листья рукколы, на листья одуванчика, вот такого типа листья. Это скабиоза японская. Цветение у нее где-то в июле и до конца осени. Начинается в июле и заканчивается в конце осени, в октябре. Следующий вид скабиозы – это скабиоза голубиная, о которой я рассказывала. Это вообще реликтовое растение. У меня сорт Butterfly Blue. Это растение из Центральной Европы, из центральной европейской части. Вот для нее нужны влажные места. В засушливых почвах она не выживет. Посмотрите, какие у нее листья, вот такие резные. Ее сразу можно отличить от других видов скабиоз. Здесь вот гладкая каемочка листа, видите, а здесь такая вот резная. Цветы у нее практически такие же, как и у других засухоустойчивых скабиоз. Единственное отличие в том, что она требует влажных таких почв, и лучше ее высаживать в местах, где у вас хороший полив. Что касается высоты этого растения, то оригинатор говорит, что высота у нее 45 сантиметров. Она подходит даже для третьей зоны зимостойкости. Там, где температура опускается зимой ниже минус 37 градусов Цельсия. То есть вы можете посадить ее чуть ли не в Сибири, и она будет у вас расти, как многолетничек. Это скабиоза голубиная, Butterfly Blue. Теперь покажу. Есть у меня представители скабиозы кавказской. Причем это один и тот же сорт, но разного цвета. Есть у меня скабиоза кавказская перфекта. Вот она. Немножко вот тут подсохла, конечно, уже. Листики подсохли, потому что пока она доехала. Перфекта. И скабиоза кавказская перфекта альба. То есть они абсолютно похожи, но имеют разный цвет цветов. Перфекта это будут голубые цветочки, а перфекта альба будут белые цветы. Это достаточно высокие виды кавказской скабиозы. Высота взрослых растений будет где-то в районе 50 сантиметров, то есть достаточно высокий куст. И диаметр цветка будет примерно 10 сантиметров, то есть и цветок будет очень большой. Хочу сказать, что такие скабиозы, они вполне подходят для срезки, потому что их цветы достаточно длительно хранятся. 7-10 дней цветок такой скабиозы вполне может себе жить и может использоваться для букетов. Это скабиоза кавказская. Что касается кавказской скабиозы, она себя прекрасно будет чувствовать в 5-й зоне зимостойкости. Вот в моей зоне, где я живу, она прекрасно зимует.
разрастается, и потом уже дальше в процессе как бы наращивания куста ее можно делить и дальше размножать и высаживать по вашему усмотрению. Кстати, это, напомню же, засухоустойчивое растение, которое любит сухие, хорошо дренированные почвы. Ну и, конечно, почвы должны быть плодородные, если вы хотите, чтобы куст быстро нарастал. Ну и, наконец, еще один представитель. Это вот огромнейшая такая, я ее специально оставила напоследок. Покажу цветочек. Формируются бутоны, причем не только на центральной части стебля, а вот даже, видите, и в боковых пазухах листьев. Кстати, листья у нее очень похожи на скабиозу голубиную. Видите, на листья скабиозы голубиной, тоже такие же резные. Ну, это тоже скабиоза кавказская, называется Clive Greaves. Голубая скабиоза, достаточно высокое растение, высота куста достигает, ну, я думаю, вы сами видите, цветонос где-то 60 сантиметров, не меньше. Красивый декоративный куст, который можно использовать для посадок на втором плане, потому что у него достаточно приличная высота. Вот он зацветает. О чем это говорит? Что скабиозы можно использовать как цветы, которые начинают как бы себя показывать уже в июле, когда большая часть наших цветов и уже отцвела. То есть в цветниках вот в июле, в конце июля достаточно такое как бы зрелище нелицеприятное на наших цветниках. Большая часть растений закончила цветение, а скабиоза в этот момент может как раз и поддержать ваши цветники. Что хочу сказать об этом растении. Это растение отнесено Королевским обществом садоводов Англии к растению высокого качества. Оно совершенно не требовательно в уходе и прекрасно цветет. То есть на него садоводы должны обратить особое внимание, потому что уже оно как бы заслужило себе славу и место по солнцу в наших садах. Еще скабиозы называют ломелозиями. То есть, если вы услышите слово ломелозия, это тоже второе название той же скабиозы. Ботаники, расширяя наши границы знаний, пришли к выводу, что не все скабиозы можно отнести к подвиду скабиоз, да? Некоторые из них относят к ломелозиям. Вот эти засухоустойчивые скабиозы, о которых я рассказывала. Ну а теперь поговорим еще о том, в каком уходе нуждаются скабиозы и как их размножать. Поскольку скабиозы засухоустойчивые растения, то в особом уходе они не нуждаются. Единственное, что вы должны сделать, это найти места для их посадки солнечные, с хорошо дренированной почвой и время от времени поливать. Но переувлажнять грунт для кавказской и японской скабиозы не нужно. Грунт должен быть в меру просушенным. Что касается голубиной скабиозы, конечно, для нее нужны увлажненные участки, либо же обильный и частый полив. Теперь, что касается размножения. Размножаются скабиозы как семенами, так и делением куста, потому что это многолетники. Кусты наращивают довольно быстро, и при хороших условиях выращивания вы буквально уже на следующий год после посадки можете иметь массу новых молоденьких растений, поделив кусты на более мелкие части. Хочу сказать, что у большинства видов скабиоз сама корневая система небольшая, а вот у реликтовой голубиной скабиозы, вот она, у меня есть один представитель, Butterfly Blue, здесь корневая система может достигать 1,5 метра, поэтому мы заморочаемся выкапывать, если захотим делить куст на молодые растения для того, чтобы рассаживать. То есть в любом случае здесь корневая система может быть повреждена. Еще один способ размножения — это, конечно же, семена. Но семена такие, знаете, я бы сказала, неубиваемые. Каждая семечка, она имеет свой собственный зонтик и может размножаться при дуновении ветра. Поэтому не давайте ей размножаться самостоятельно, вовремя убирайте семенные коробочки и потом выращивайте ее уже через рассаду, либо же непосредственно посевом в грунт.
Через рассаду скабиозу можно выращивать уже начиная с марта, а посев в грунт, только почва хорошо прогреется, где-то до плюс 12 градусов. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела рассказать вам про скабиозы. Рекомендую высаживать в саду новое модное растение. Причем в такой сейчас оно у нас распространено больше в белой и голубой гамме. Но селекционеры работают над тем, чтобы садоводы получили и розовые окраски цветов, и пурпурные, и даже лавандовые, и темно-синие. То есть может быть весь спектр. Подбирайте себе растения по душе, по составу вашей почвы, ну и, конечно, по степени простоты или сложности ухода. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Если есть у вас скабиозы в саду, у вас на клумбах, поделитесь своим опытом выращивания. Рекомендую скабиозы для сегодняшних засушливых садов. К сожалению, это так. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся.